Ситуаций, конечно, хватало на Новой Гвинее в одном из племен каннибалов. Сам проводник убил и съел туриста из Австралии. Две с половиной недели мы находились в нескольких поселениях. Мы задобрили это племя, принесли в дар им поросенка. Все отлично шло. Но боковым зрением я увидел, у меня сейчас мурашки по спине пробежали, я очутился в той ситуации. Добрый день, я Геннадий Константинович Пузанкевич. Побывал в племени каннибалов Новой Гвинеи, поднялся на Килиманджаро, проехал на велосипеде до Дальнего Востока. Вообще путешествиями я заинтересовался, наверное, еще с дошкольного возраста. Это уже не лечится, наверное, как болезнь зацепила, как говорят. Самое первое путешествие было это в лес. Удрали из дому. Я, два брата еще, один одного поменьше, и сестричка. И 4 километра отсюда добрались, зашли в лес. Страшновато, как в сказке, ели огромные, там темно, но мы это сделали. Взяли пару шишек, наверное, по-моему, еловых, да, ну и домой, украдкой, дома родители не узнали, что мы были и где были. Когда в школе начали учиться, дошли до географии, естественно, меня привлекали страны другие, особенно тропические, где другая растительность, животный мир богатый. И все время хотелось туда попасть хоть когда-нибудь. Но в то время еще это недосягаемо было. Первое путешествие было на Шри-Ланку в 2000 году. Мне было тогда юбилей, 40 лет. Это значимое для меня было путешествие. Многие отговаривали. Приложил все усилия, и вместе с женой мы оказались все-таки на Шри-Ланке. Ну а после этого пошло и поехало. Потом появилась возможность самим искать билеты, выбирать подешевле. И страны выбирать уже без туристических фирм, дикаром. Покупаешь билет и все. Питание, особенно азиатские страны, там все гораздо дешевле, чем у нас. Я не ищу хоромы отелей, я беру или мотель, или участников даже останавливаюсь. Или в крайнем случае, в зависимости от страны, просто палатки. Любой человек может накопить. Это все отговорки, что нету денег и все. А какие деньги? Если ты дикаром поставил цель себя добраться в какую-то страну в наше время, имея интернет, за время моих путешествий я посетил где-то около 15 тропических стран. Из самых ярких по животному миру это, конечно, Мадагаскар. И интересно то, что животный мир не боится человека. Они все интересные, конечно, но вот это вот палочник. Если представить такое насекомое на сухом дереве, на кусту, сливается великолепно. Вживую я наблюдал это на Мадагаскаре, там много палочников встречал. Там довольно опасно. Приходилось, когда проезжаешь населенный пункт, в машине закрывать окна, ничего, чтобы не висело у тебя на шее, не лежало на этом, вплоть до того, что могут разбить окно, движение перекрыть и ограбить. А в азиатское побережье восточное, то есть там вообще отлично было. В Малайзии, на Бали, в Индонезии очень добродушные, приветственные. Мне часто задают вопрос, а вам не бывает страшно? То я никогда про это не думаю и не думал. Ситуаций, конечно, хватало. Была ситуация, когда я оказался на Новой Гвинее в одном из племен каннибалов. Была мечта моя-то тоже со школы посмотреть, как это воочию увидеть. Альбомы фотографиями из различных стран, где мне приходилось побывать.
К примеру, что можно взять? Можно из Новой Гвинеи. Это было в мае 2013 года. А в январе того же 2013 года одно из племен, вернее, сам проводник, убил и съел туриста из Австралии. Но когда я ехал туда, я этого еще информации этой не знал. Это ритуальный топорик, которым женщине отрубают по одной фаланге пальца на руке за каждый раз. За каждый раз, если в роду кто-то умирает. Лично со мной была ситуация какая. Мы задобрили это племя, принесли в дар им поросенка. Они готовили в паровой яме с камнями, принимали участие в розжиге. Огонь добывают трением. 12 секунд и огонь добыт. Серьезно? Да, я засекал время. Все отлично шло. Я начал фотографировать одного из туземцев. Он с копьем стоял передо мной, вот так 3 метра от меня. Но боковым зрением я увидел, мелькнула птица. И я резко повернул голову вот так. И в то же время боковым зрением увидел реакцию этого туземца. У него скулы заходили ходуном. У меня сейчас мурашки по спине пробежали, я очутился в той ситуации. Копье сжал руками, затрясся весь. И я все сразу вспомнил, где я нахожусь в одно мгновение. И медленно поворачиваю голову и так жестом пальца указываю в ту сторону, куда я посмотрел. Он вытянулся, увидел мою цель, все, у него уже улыбка на лице, все отлично, проходи, фотографируй, все нормально. Во-первых, там нельзя, общаясь с ними, резко жестикулировать. Если где-то шевельнется ветка, то они сначала туда запустят копье или стрелу, а потом уже будут разбираться. Иначе то же самое может полететь в них, то есть или копье, или стрела. Поэтому кто первый? Прямой взгляд в глаза нельзя. Издавна считается вызов на поединок, как у любого животного. Спорить тоже нельзя, потому что, не зная языка, любое громкое какое-то, у них сразу слово раздражение вызывает и напряжение. 2,5 недели мы находились в нескольких поселениях. Меня за своего, можно сказать, приняли, потому что пригласили ночевать на ночлег вместе с вождем племени, вместе в его хижину. В этой хижине. Так невзрачная, низенькая хижина, но она двухэтажная. На первом этаже размещаются женский персонал, а хозяин спит на втором этаже. И когда расставались, проводник снял со своей головы головной убор и подарил мне на память. Так, это Бали, Новая Гвинея. А из экстремальных путешествий еще было это восхождение на Африканскую гору Килиманджаро. Это без 100 метров, шеститысячник все-таки. На экваторе в Африке и снег лежит. Да не может быть. Надо воочию это увидеть по возможности. Но вот представился случай. Конечно, это был фурор там для всех, когда увидели, в чем я двигаюсь. Но я привык с детства босиком и дома, и уже последний этап ночное восхождение. Сразу проверили обувь, я показал, обулся в бутсы в теплые. Но когда вышли с палатки, я ловил момент, переобулся в обувь, в свою сланцы, то есть ботинки бросил в рюкзак, ну и пошел. Они увидели, проводники, что как я иду босиком. Подняли шум, но им там переводчик хорошо оказалась, женщина одна говорила, человек взрослый, он знает, что делать, если что, обуется. Но я все-таки дошел в сланцах. Но самое тяжело это последнюю 1000 километров, когда наступает кислородное голодание. Когда оставалось, наверное, метров 300 до последнего пика, я уже просился вниз. Поворот головы небольшой или взгляда даже, все кувырком уже в голове было, уже просто падал. Последних 100 метров я продвигался 1,5 часа. По ровной дороге под небольшим уклоном.
когда возвратился в последний базовый лагерь, меня встречал весь лагерь, и навстречу бегит человек в костюмчике, при галстуке, директор этого последнего базового лагеря высокогорного, а в руках у него щетка сапожная, он давай мне чистить ноги, пальцы, щупать каждый палец, отмороженный, не отмороженный. Я еще пошутил, там перевели, говорят, если уже голова, говорю, отморожена, то ногам уже не страшно. Ну, это вот мой, для меня знаменитый, запомнившийся, наверное, всю жизнь веломаршрут на Дальний Восток. На простом велосипеде Аист, без передач, без скоростей, и все снаряжение, и питание, все с собой было. Почему до Востока? Потому что это крайняя точка Советского Союза, дальше уже некуда. Было бы дальше, я бы и дальше, наверное, планы бы строил. А это 3 года назад было, мне было 58 лет. Получилось, проезд у меня почти 11 тысяч километров. Ехал я это расстояние чуть больше 3 месяцев. Каждый день записывается километраж, сколько, какие-то яркие моменты, где-то о погоде, где-то о людях. Ну и проблемы с ночевкой были, где-то болота, затопленные водой, палатку сложно было поставить. Где-то население не очень, как в Бурятии. Тоже приходилось прятаться под дорогой в трубе на ночлег. Сами бураты предупредили, там много бывших ссыльных. Ну, чтобы не нарываться на неприятности, я перестраховывался. Был один из ураганов такой силы, что вырывал автобусную остановку металлическую, забетонированную. Вырвал передо мной и сбросил в реку. Пришлось катить велосипед рядом. И велосипед у меня, ветер боковой был, вырывало из рук. Хотя велосипед был груженный, общий вес где-то около 50 килограмм. Я его не мог удержать. С питанием тоже были проблемки. В основном было это быстрое приготовление лапша. Был пожароопасный период, и категорически запрещалось разводить костры. Просто заливалось с ручья холодной водой Ролтон. Нормально. С утра залил, до обеда он разбух. Где-то возможность была, прикупал немножко меда, чтобы микроэлементами подпитать организм. Для разнообразия это весна была, почки, липы. Они вполне съедобные. Сосновые молодые побеги, там витамина С много. Иногда и личинка короедов. Ну, здесь видно, поскольку километров проезжал. Здесь вот 103 километра, на следующий день уже больше, 115 километров за день. По мышцам физической нагрузки, да, было тяжело, наверное, дней 10, может 14 первых. А потом уже было все равно, или 100 километров едешь, или 150, просто лишь бы световой день. Самый большой пробег был 230 километров. В седле я проехал 14,5 часов чистого времени. Но по физической форме я стараюсь ее постоянно поддерживать. Зарядки, турник – это мое неотъемлемое каждый день, с утра обычно. Отжимания, приседания, ну и тому подобное, веду активный образ жизни. Поэтому физически для меня не было это тяжело. Сел на велосипед в Хабаровске, начали ехать. И грустно стало из-за чего? Ну подумаешь, осталось каких-то 700 километров. Ну 5-7 дней максимум и все. А дальше что? Как-то за это время уже прирос к седлу. Ну доехали. Велосипед домой отправили. Месяца, наверное, 3-4. И меня начала опять эта мысль точить насчет следующей велопоездки. Уже и велосипед подготовил другой, но пока сдерживает коронавирусная обстановка, политическая. Ну и надо доработать до пенсии еще годик. Почему-то я на крокодиле уселся. Но это тоже одна из неотъемлемых частей моей жизни. Изготовление чучел, которым я занимаюсь с 1974 года. То есть мне было тогда 14 лет в то время. Одно чучело, сделанное мной в те годы, именно в 1974 году, по сей день хранится у меня в коллекции.
жил и живу я на окраине города, здесь еще раньше разрешена охота была. И мне становилось жалко эту птицу, просто выброшенную. Ладно, одно, когда утка там, ну, съедобная, можно в пищу употребить, все. А когда просто так было убито, выброшено, и мне становилось жалко, и хотелось увековечить эту птицу, как бы дать ей вторую жизнь. Мне начали приносить где-то машины избитых птиц, где-то провода электрические попадали. Потом учился в лесном училище, там узнавали, чем я занимаюсь, просили для музея училище сделать. Краеведческий музей Беловежской пущи, Березинский заповедник, 2 музея Припятского заповедника оформлены птицами на 95%, это наша работа. Изготовлено более 10 тысяч экземпляров чучел. Кстати, коллекция зарегистрирована в Минприроды Беларуси, сертификат получен на нее, все на законных основаниях. И в коллекции насчитывается больше 400 экземпляров чучел. Все эти находятся у меня дома. Везде что-то новое, и ты весь сосредоточен на новой. Некогда думать про дом, про что. Ты просто оторван от мира, очутился в другой ситуации, в другом мире. И ты только этим живешь. Завтра может уже не наступить. Или наступит, а уже поздно. И поздно думать про это. И будешь себя за локти грызть, а почему бы я это раньше не сделал. Поэтому появилось какое-то желание. По возможности старайся его исполнить. Но сразу нету денег, потом нету времени, а потом не будет нас. Поэтому по возможности все нужно делать сейчас.